Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами по средам в прямом эфире с Костем Бондаренко. Он на связи прямо сейчас. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Всем большое спасибо за то, что ставите лайки, ну и, конечно, оставляйте свои вопросы. Прямой эфир — это максимальное время для ваших вопросов, поэтому оставляйте их в сообществе YouTube абсолютно открыто под анонсом нашей встречи. Место встречи, как говорится, изменить нельзя. Если хотите заблаговременно, если хотите прям вживую, то это до конца нужно досмотреть, и это чат трансляции будет, но, опять-таки, еще раз, в самом конце, в начале вопросы просто улетучиваются по мере вашего общения. Также клуб зрителей «Шелест», можно там задать вопрос, и, конечно, можно задать вопрос по QR-коду и канал поддержать, и, конечно, на экран вывести, никого не дожидаясь, то, что хотите сказать в текстовом виде. В общем, как всегда, все, начнем с опроса сегодняшнего эфира, и он максимально как бы в дырочку, так сказать, да, вот четко так в главный нерв дня, а именно, кому после встречи Путина и Си стоит напрячься? Варианты ответов: Трампу, европейским лидерам, Зеленскому, или всем надо расслабиться и получать удовольствие. В общем, такие у нас сегодня варианты. Давайте с этой темы начнем, потому что кажется, что вот эта вот спираль молчания, а ведь заткнулись все. Понимаете? Ну, то есть, как бы я вот пытаюсь найти каких-то, ну, даже конспирологии лютой не пахнет. Ну, типа там, знаете, как вот было там до встречи, все говорили, сейчас Си Цзиньпин надавит на Путина, тут пойдет на уступки, закончит войну, или к ноге скажет Си Цзиньпин Путину. Даже вот этого бреда украинская, в общем-то, медиа-среда как-то не генерируют. Да и вообще сравнивают картинки, а как Трамп съездил, а как Путин. Если пройтись по визиту Путина, что бы вы отметили прежде всего? Прежде всего, я бы, наверное, отметил то, что большое количество тех результатов, которые действительно можно предъявить общественности. Я помню позапрошлый визит Путина в Китай, он был пустым. Вот, это была пустота визита, помпезная пустота, когда большая делегация приехала в Пекин, и, соответственно, потом, как насмешку, показывали, что стороны подписывали большое количество документов. Вот, приглашались министры с российской и с китайской стороны, которые ставили подписи под двусторонним договором о защите амурских тигров. Вот, там, двустороннем договоре о какой-то там ликвидации секторальных каких-то там небольших пошлин, вот, и так далее. То есть, ну, одним словом, второстепенные вопросы, а первостепенные вопросы как раз остались нерешенными. Сейчас совершенно другая ситуация. Первое. Рассматривались вопросы, которые касались в первую очередь глобальных смыслов и тенденций, то есть вопросы многополярного мира, декларация о многополярном, скажем так, сожительстве в этом многополярном мире и, соответственно, развитие этого многополярного мира, двухсторонние отношения, декларация о двусторонних отношениях и прочие моменты, которые носят действительно очень важный и действительно исторический характер. Это важный момент. Второй момент. Обсуждались конкретные экономические вопросы, которые не решались годами относительно силы Сибири-2 и так далее. То есть эти моменты тоже серьезно рассматривались. И можно приводить еще большое количество примеров, которые показывают, что этот визит является действительно очень важным, особенно на фоне вот, разрекламированного, долго ожидаемого, но малорезультативного визита Трампа. Что вы понимаете под декларацией многополярного мира? Декларации, смотрите, дело в том, что декларации – это не обязательные документы, на самом деле, они призваны засвидетельствовать единство позиций.
что две стороны одинаково смотрят на один и тот самый вопрос, на те же вопросы, которые являются вызовом для современности. Вот. Декларации, они именно для того и подписываются, чтобы продемонстрировать, что у нас есть общность позиций. Это не обязующие документы, это не заявление о каком-то создании блока, о взаимных обязанностях сторон и так далее. Это именно декларация того, что стороны стоят на единой позиции. В общем заявлении упоминалась Украина сегодня. Да. Да, но дело в том, что именно Китай фактически поддержал позицию Российской Федерации в том, что есть причины, которые вызвали войну, и для того, чтобы завершить войну, необходимо ликвидировать эти причины. То есть именно таким образом поднимается вопрос. Россия на этом акцентировала на протяжении длительного времени. Постоянно Россия говорила, что есть причины, которые привели к войне. Давайте будем говорить о первопричинах, которые необходимо ликвидировать, и эти первопричины невозможно ликвидировать исключительно только в двухстороннем диалоге, потому что они вызваны в том числе и там, третьими государствами, которые принимали участие в провоцировании конфликта. Китай ранее избегал каких-то комментариев по этому поводу. А сейчас Китай тоже согласился с тем, что да, были первопричины. А первопричины, как мы помним, они лежат в европейской политике, которая использовала Украину как острие своих ударов по России, вот, выпадов против России. Соответственно, Россия считает, и Россия постоянно настаивала на том, что это не война с Украиной, это, скажем так, проявление того противостояния, той политики, которая проводилась на протяжении длительного времени в отношениях между НАТО и ЕС с одной стороны, и Соединенными Штатами в то время еще, и Россией с другой стороны. Вот. Сейчас где место Китая в этом? Китай раньше старался показать, что это не наша война. Более того, Китай говорил, что да, мы готовы как бы принимать участие в урегулировании конфликта, но не становясь на одну-другую сторону. Китай еще в 22-м, 23-м годах, в 24-м годах делал определенные заявления по поводу войны в Украине. При этом киевским властям она не нравилась, эта позиция. Многие считали, что позиции Китая расплывчаты, что они не конкретны. Сейчас Китай четко продемонстрировал, что да, в вопросах Украины мы придерживаемся того понимания, которое демонстрировала ранее Россия. Нет, я место имел в виду все-таки инструменты у Китая. Какие есть? Давайте просто, смотрите, одно дело это вот поддержка, это действительно нечто новое. Я просто позавчера буквально, да, там в эфирах высказывались там, что вот Си Цзиньпинь, он с Трампом, Путина кинут, вот визит прошел. Мы посмотрели, что мало того, что никто никого не кинул, а то, на чем вы делаете акцент, это прям включение Китая в эту историю, нашу, или противостояние России и Запада. Но что может Китай в противостоянии России и Запада? Китай в данной ситуации попросту сказал, что вместо политики в стиле «и ты, Абрам, прав, и ты, Сарочка, права», вот, как в старом анекдоте еврейском, вот, так в данной ситуации эта позиция четкая, вот, что да, мы признаем вот эту правоту России в данной постановке вопроса. Вот, это тоже позиция. Она может нам не нравиться, мы можем ее критиковать, мы можем возмущаться этой позицией, но она такова. Но давайте пофантазируем, что будет дальше. Да. Вот представьте себе, что завтра война закончилась. Что завтра, например, стороны сели за стол переговоров, закончили войну, все решили, и Европа тоже решила, что ладно, пора заканчивать, и Соединенные Штаты, все тут поставили свои подписи, война закончилась. Вопрос, кто будет заниматься восстановлением Украины? Европа? А зачем это Европе? Европа и так уже потратила огромное количество денег на войну в Украине. И восстанавливать Украину она не собирается. Это не в ее интересах. Ну как зачем? Мы же члены.
Ну, извините, пожалуйста, какие? Мы можем себя так... знаете, в этом отношении сейчас же очень актуализировалась националистическая тематика. Вот Андрея Мельника перевезли Это в я отдельно Украину. хотел с вами обсудить Да, фигуру нет, так вот, Мельника. оппонент Андрея Мельника, Степан Бандера, вот, в начале июля 1941 года, уже после провозглашения так называемой независимости Украины, которую провозгласили во Львове в 1941 году, его и членов правительства пригласил некий чиновник Кунт в Кракове, вот, пригласил на собеседование и сказал: вы знаете, вот нам, конечно, очень приятно, этот протокол, кстати, публиковался, историки его хорошо знают, вот этот протокол беседы, нам очень приятно, что вы нас считаете освободителями вот, Украины, а себя считаете нашими союзниками, что вы союзники Германии. Но хочу вам напомнить, что по международным терминологии мы не освободители, мы завоеватели. Сказал. Вот. И как вы себя считаете, кем вы себя считаете, нас абсолютно не волнует. Вот. Вы можете считать нашими союзниками, но по сути вы не союзники. Та же ситуация и с Украиной. Вот. Она себя может считать членом Евросоюза. Но от этого ничего не меняется. По международному праву она не является таковым. Украина – це Европа, это лозунг для, скажем так, для тех, кто все еще в розовых очках, которые забыл снять после Майдана. Вот. Так вот, вопрос тогда, где брать деньги на восстановление? Кто может прийти с определенными функциями возрождения там, или там, восстановления Украины? Причем не только этой части, а и той части, которая вот сегодня оккупирована или там отошла к России. Вот. Дело в том, что только одна единственная сила – это Китай, китайский бизнес, который может пересмотреть свои установки, которые были определены в 2017 году, в мае 2017 года, когда решался вопрос, куда пойдет северная ветка шелкового пути, Великого шелкового пути, тогда она пошла в обход Украины. Но если предположить, что Украина, для того, чтобы возродить Украину, необходимо, чтобы через ее территорию снова пошли определенные пути, торговые пути, транспортные коридоры, вот, то только Китай. Кстати, а совместно с Китаем тогда придет и российский бизнес в Украину, украинскую экономику. Вот, тоже придет, ну, понятное дело, что после войны, после кровопролитных боев, после такой прокачки, если завтра придет там Абрамович или Дерипаска, его не встретит хлебом в Украине. Да, тут можно другую схему расчертить, что российский бизнес придет в Украину, но с китайским флагом, условно. Потому что среди этих 40 документов очень серьезное внимание уделялось бизнесу, причем в энергосфере, в энергосекторе тоже. Два таких эпизода хочу, чтобы вы прокомментировали. Это, понятное дело, слова Трампа. Ой, господи, говорит, он соревнуется, кого лучше встречали, понимаете? То есть сразу видно характер человека. Говорит, ой, я слежу за ними, за обоими, это очень хорошо, сказал Трамп. Трамп говорит, хорошо, что они встретились, это хорошо, что они сотрудничают. Я думаю, меня встречали лучше. Вот такой короткий комментарий мы имеем в публичном пространстве, который характеризует, наверное, не геополитику, а самого Трампа. Как многие из его заявлений. Это один момент, который я хочу, чтобы прокомментировали, из которого проистекает абсолютно другой эпизод, который разошелся сейчас везде. Смотрите, есть такой Зарубин, да, он Москва, Кремль, Путин, он вхож в кулуары, там вот это все, ходит, подсматривает, дает сенсационные, самые свежие вещи, заявления. И он подошел к Ушакову и задал такой вопрос, типа, дух Анкориджа жив или сейчас надо говорить о духе Пекина? Вопрос изначально поставлен был метафорически и некорректен сам по себе, да, на что Ушаков, конечно, говорит, что дух Пекина есть, но, говорит, а я не знаю, что такое дух Анкориджа. Не знает и никогда эту формулировку не употреблял. Да, в этой формулировке, в духе Анкориджа много раз был замечен там Лавров, да, как таковой.
Но тут же тоже очень интересный момент. Так что, в Пекине похоронили дух Анкориджа, что вот так отзывается Нет, Ушаков? просто абсолютно разные линии, абсолютно разная трактовка, разные интересы, которые выходят на первый план. Да, в некоторых пунктах пересекаются, но при этом они не противоречат друг другу. Вот. Духов много не бывает, да, как говорится. Да, так что вот, другое дело, какой из них в ходе спиритических сеансов вызывает. Это уже вопрос. Ну, кто-то вызывает дух Анкориджа, вот, и задает ему вопросы, ставит, там, сверяет по нему время. Кто-то сейчас дух Пекина. Вот, они друг другу не противоречат в данной ситуации. Значит, ну, слежу тут за комментариями тоже. Пишут люди, и, кстати, спасибо за поддержку, в суперчате пишут о том, что это не самостоятельный Европа игрок в этой войне, это вассал, а главный дирижер всего украинского проекта с 2014 года это как раз-таки Соединенные Штаты Америки. Что делать с этим в духе Анкориджа? Ну, смотрите, ну, опять же, не демонизируйте так отношения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Да, Европейский Союз и Соединенные Штаты, они играли в определенную совместную игру, я неоднократно об этом говорил, но реальным заказчиком этой игры был не Белый дом, скажем так, а те транснациональные корпорации, которые вершили судьбу и Соединенных Штатов, и Европейского Союза, западной части, по крайней мере, Европейского Союза, а по большому счету, будем говорить, и некоторых восточноевропейских государств. Что касается дальнейших моментов, вот эти глобалисты, которые вершили судьбу, которые были главными интересантами всех тех процессов, которые начались после 2012 даже года, которые потом 2014 год, 2015 и так далее, вот, потому что все началось с того, что глобалисты не хотели, например, того, чтобы в 2012 году Путин выдвигался на следующий президентский срок. Это известная история, известно, это не мои какие-то там догадки. Вот в данной ситуации была тогда позиция Запада, что президент Медведев должен отправить премьер-министра Путина в отставку, вот, и пойти на второй президентский срок и так далее. Не получилось. Вот. Не пошел Медведев на поводу тогда. Вот. И, соответственно, тогда фактически было и принято решение относительно определенных действий относительно России. Вот. Все, что было после 2013-2014 года, все, что было тогда связано с Майданом и с последующими событиями, это уже была определенная реакция. Вот. Все началось в 2011-2012 годах. Вот. Подождите, я уточню. То есть, получается, давайте так, Майдан в Украине тоже был против Путина? Майдан в Украине был попыткой фактически оторвать Украину, полностью переориентировать Украину, сделать Украину антироссией. Если раньше была позиция Украина не Россия, то с 2014 года начал работать принцип Украина антироссия. Это было важно. Кстати, Янукович в то время всячески предлагал Западу сотрудничество. Он говорил, мы готовы сотрудничать, мы абсолютно прозападные. Мы готовы сотрудничать. Янукович с барского плеча отказался от обогащенного урана для того, чтобы поддержать фактически Обаму и дать ему определенный пас перед президентскими выборами, который Обама, кстати, отработал на все 100. Януковичу предлагали западные корпорации в обмен на то, что он их допустит к добыче сланцевого газа, чем уничтожилась бы полностью экология в Западной Украине, в Восточной Украине. Ему обещали фактически полный доступ к западным средствам массовой информации, к созданию своего собственного имиджа. ExxonMobil готов был платить за имидж Януковича, только бы ему дали определенные преференции в Украине. То есть все это было у него. Более того, миф о том, что Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации. Янукович, поднимите протоколы, поднимите документы. Янукович предложил перенести с ноября на март подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для того, чтобы провести консультации трехсторонней Украина, ЕС и Россия, каким образом избежать взаимных там недоразумений после того, как Украина начнет работать в новом режиме, чтобы не навредить России. То есть в этом плане. И,
у нас же все совершенно по-другому потрактовали. У нас потрактовали это, что Янукович отказался от членства в Евросоюзе. Да, и из-за этого возник Майдан, то есть подмена понятий. То есть на самом деле Янукович был готов работать как прозападный политик, вот, готов был. Вот, но нужен уже был не прозападный, а антироссийский политик. Вот в этом была суть Майдана. Вот, нужна была не прозападная Украина, а антироссийская Украина как инструмент борьбы с Россией. Вот это все необходимо было. Но сейчас, если мы сейчас просто говорим про нынешнюю ситуацию, то Европа и Соединенные Штаты просто пошли немножко другими путями после 24 года, после ноября 24 года. Потому что Трамп решил, что глобалисты являются его главными врагами. Не Россия, не Китай, а именно глобалисты, которые сегодня очень четко контролируют Западную Европу. Вот. И говорить о том, что сегодня там главным заказчиком войны являются Соединенные Штаты, это, скажем так, принимать определенные тезисы с опозданием как минимум на 4-5, на 10 лет. Константин Петрович, после этой встречи вот складывается все так, что мы, правда, нет, мы видим, и я вот, если честно, так замечаю даже здесь, что там украинская власть готова перестегнуть шлемы хоть завтра, и мы можем вот, сказать, переобуться в воздухе. Нет, реально перестегнуть шлемы, это все очень быстро может произойти, все в руках вот эти все медиа и разного рода инструменты. Но кажется, что мы накануне такого грандиозного шухера, как в свадьбе в Малиновке, понимаете? Почему? Потому что сейчас не просто так, а кадры сидящих по подвалам учеников в Прибалтике, вот эти все ноты, вот эти дроны залетающие, украинские, заявление поляков, которое тоже такое, мол, призвало, очень обтекаемое, очень такое мягкое. То есть, по большому-то счету, мы пришли к тому, это ну, там, я бы такого даже, если честно, не выдумал. Даже если бы очень просили, даже на мозговом штурме КВН, когда они все под препаратами сидят там и записывают друг за другом шутки, добивают какие-то истории, чтобы было смешно, Зеленскому это очень хорошо знакомо, это даже не выдумаешь. Украина нарушает воздушное пространство НАТО, угрожает странам НАТО своими дронами. Ну, это просто какой-то нонсенс. Как далеко это может зайти ситуация? И связано ли с этим? Ну, я не знаю, это прям какая-то бомбардировка заявлениями по поводу того, что сейчас нападут с Беларуси. Черниговская область, там, Сумская, на Киев пойдут. Зеленский прям уже и ставку провел на этот счет. Говорит, вот сейчас сейчас на нас атакуют. Смотрите, хуже всего это когда в окружении первого лица вот, отсутствие информации, отсутствие активности компенсируется продуцированием каких-то псевдоинформации, какой-то псевдоинформации. А дальше, соответственно, это, ну, как бы, это уже высший пилотаж, это когда само первое лицо реагирует на придуманную им же информацию. Вот. То есть реально, вот когда начали говорить о том, что вот Беларусь сейчас нападет или с Беларуси сейчас нападут, что сейчас начнутся определенные действия, вот, что Беларусь сейчас чуть ли не объявит войну Украине и так далее, я думал, ну это опять очередная порция сказок, которыми там кормят пропагандисты, там, people. Вот. Соответственно, это, как бы, это нормально. В ходе войны это нам может не нравиться, но пропаганда, она действует. Но когда сам президент начинает собирать ставку для того, чтобы отреагировать на придуманную его же окружением информацию, это уже, извините, пожалуйста, это уже вообще такой даже не постмодернизм, а какой-то метамодерн. Не знаю. Если мы оценим и свяжем это с ситуацией вокруг Прибалтики, действительно ситуация взрывоопасна? Ну, смотрите, вы понимаете, что ситуация в чем опасность этой ситуации? Понятное дело, что украинские дроны, которые долетали до там, того же Петербурга, они не летели с территории Украины. Они не Изначально. летели изначально.
Изначально они точно не преодолевали вот этих 1200-1300 километров, они точно не летели на территории Беларуси, а потом на территории России, потом вдруг внезапно прилетали. Они точно запускались с территории государств-членов НАТО. Я вам не скажу Точно. точно, но мне несколько человек говорят, что даже вот эти сейчас вот эти дипстрайки, то, что называются, они тоже не летели с территории Украины, а запускались там из глухого села в какой-нибудь глубинке, но уже на Конечно. территории России. Абсолютно. С территории России, с территории Казахстана запускались там, например, и так далее. Тоже там, условно говоря, какой-нибудь какие-нибудь из какого-нибудь гаража там могли быть запущены для того, чтобы достичь там Челябинска, Екатеринбурга и так далее. Вот. Но это любой военный специалист это скажет. Вот. Вопрос состоит в том, что в России тоже это понимают, и очевидно, что некоторые претензии к Украине уже начали поступать со стороны той же Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии. Мол, не подставляйте нас. Потому что Россия по своим каналам уже передала, что вы являетесь соучастниками, вы являетесь фактически теми, кто предоставляет свою территорию для для украинского оружия, которое направлено против России. Соответственно, будут определенные выводы. Вот. Ну, в данной ситуации одни отреагировать не могли. Так что сейчас, очевидно, Украине будет сложнее договариваться о том, чтобы с территории Финляндии, Эстонии, Литвы или Латвии были направлены беспилотники в Москву. Как вы оцениваете в таком случае перспективы вот этих дипстрайков? Потому что сейчас, конечно, все переполошились. Ничего себе, какие Украина, как может далеко запускать дроны, как бить. Правда, тут тоже такой интересный момент, понимаете? Люди, которые эксперты, это я в шуме показывал вчера тоже, авиационные, украинские, говорят, ребята, ну вот вы запустили 1000 дронов, потратили 100 миллионов долларов. Ну, примерно, да, вот так вот они оценивают. А, ну так а какой выхлоп? Это, конечно, красиво и ярко, но а как это влияет? Все начинают задавать вопрос, а как это влияет на войну? А что на войне? Держали нас в неведении, а буквально вчера там Мирнограда официальную потерю признали, Покровска официальную потерю признали. Ну, в общем, сегодня даже в Родинское зашли, то, которое считалось таким прям, знаете, укрепрайоном. То есть начинают вот это вот всю эту историю признавать. И люди видят, что это идет прямое несоответствие по войне. Какие перспективы тогда военные у Зеленского? А на самом деле пока что не стоит задача относительно каких-то военных перспектив, относительно военных побед. Вот стоит задача ярких картинок. Прилет дрона по какой-нибудь нефтебазе, где там возникает пожар, длительный мат на фоне, там, значит, это воодушевляющий ролик, который показывает, что вот какие мы молодцы. Вот. А то, что мы потеряли там Покровск или там другие населенные пункты, это как-то через запятую. Это, знаете, это никому не интересно. Вот, по большому счету. Это все равно не продается с точки зрения информационной политики, поэтому есть война картинок, так называемая. Война, которую можно продать для тиражирования в социальных сетях. Чтобы заработать деньги. И в том числе показать, вот какие у нас возможности. Вот, и, во-первых, дайте нам денег, мы можем дальше воевать с Россией. Вот такой вот техникой 1000 порезов, как говорится. Вот. Второе, это это покупайте наши дроны самые дронные дроны в мире. Вот. Как вы оцениваете? Нет уже у зеленого атамана золотого запаса? Ой, да его давно не было. Знаете, уже есть такое выражение, вот, которое принадлежит бывшему главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко, дотациономика. Вот. То есть полностью экономика, которая полностью заменяется дотацией, вот, внешними заимствованиями.
Вот. То есть экономики у нас уже нет. Бюджет у нас не наполняется собственными возможностями даже на треть. Вот. И, соответственно, в этой ситуации полностью, вот сколько дадут, столько можем потратить. А как тогда можно поднимать зарплаты военным? Можно именно за этот счет. Можно поднимать зарплаты за счет запуска станка печатного. Можно, запросто. То есть человек подписывает контракт на 100 тысяч. Но тех 100 тысяч, которые сегодня являются 100 тысячами, это, условно говоря, чуть больше $2000. Вот завтра могут превратиться в 500. Но он будет получать по контракту 100 тысяч. Инфляция съедается. А, Сегодня такая страшная история произошла. Это тоже про деньги. Я хочу, чтобы вы ее прокомментировали. В чем страх? Это страх и ужас. Я испугался. Ну вот вы под санкциями, и я под санкциями, и Минтич под санкциями. И он подал в суд на Зеленского. Посоветовался хоть с Зеленским, как вы думаете? Ну, вы знаете, а мог бы потерпеть. Ему-то всего 3 года дали. Полгода он уже оттрубил, что называется. Вот, еще 2,5 осталось. Это мне 9 лет еще. Вот что касается Миндича, ну, вы же понимаете, что на самом деле все, что касается Миндича, это большой фарс. Большой фарс. Его не лишили украинского гражданства, зная, что у него есть второе гражданство, например, израильское. Ему не дали там, как другим, 10 лет или же бессрочные санкции. Ему не включили. Ему дали 3 года, так скромненько. Более того, я знаю, что с ним общаются дальше продолжают общаться представители нынешней власти. Я знаю, через кого, через каких людей и так далее, то есть с кем общаются. Вот. Они даже этого не скрывают. Они же потом из аэропорта Бен-Гурион прилетают в Вену, вот, и потом рассказывают направо и налево, видели, вот, значит, и так далее, встречались. И так далее. То есть это же ничего секретного даже, никаких секретов даже из этого не делают. Поэтому все это абсолютный только... Ну, смотрите, цели-то политические понятны. Показать, что, смотрите, вот Зеленский далеко от Минтича. Ну и с другой стороны, как бы, вот мне интересно судьи и как будет идти дело, да, потому что, давайте честно, это очень классный будет прецедент, если Зеленскому откажут, ну или пошлют его в украинском суде, потому что такой одиозный, как он может у Зеленского выиграть. Ну, потом всем остальным откажут, и будет хорошо. Может быть такое, а может быть и другое, может быть то, что ему там действительно снимут с него санкции, например, и просто возбудят уголовное дело, которое тоже будет где-то там вот, лежать, пылиться. Я просто вижу в этом продолжение истории с Ермаком, ведь очень сильно история с Ермаком ударила по Зеленскому. Или вы считаете, как тоже есть такое мнение, что к этому готовились, все прекрасно знали, все видели? Ермак до конца не верил в то, что с ним могут так поступить. Ермак-то 28 ноября ушел в отставку, да, со скандалом ушел, говоря, что он на высоких тонах разговаривал с Зеленским, но Зеленский ему обещал, что ничего никто с ним не сделает. Более того, Ермак попросту открыл бэк-офис, фактически неподалеку от офиса президента, и все заместители Буданова, вот. Все там бегали туда к Ермаку, получали определенные задания, вот, общались с ним. И он думал, что все нормально. Просто он лишился официальной должности, но неофициально он дальше продолжает влиять. Вот. Но он просчитался. Он просчитался, потому что тем же инициатором дела против Ермака им необходимо было ликвидировать влияние Ермака на исполнительную власть в Украине. Некоторые называют, что за всем этим делом стоит такая себе абсолютно вот благообразная женщина, такая вот, если на нее посмотреть, абсолютно улыбчивая, приятная в общении, вот, Катерина Матернова. Вот. Это Да ладно, представитель... это та, которая там с шахедом фотографировалась, в ванной сидела. Конечно, да. Вот. Катерина Матернова. Вот. Ну, такая вот очень, очень приятная женщина во всех смыслах. То есть, вот так на нее посмотреть. Но ей
было бы подручно там вести программу «В гостях у сказки», например. Вот такая вот. Ее очень легко можно представить там, в окружении внуков, там, где она там. Вот. Она представляет Европейский Союз в Украине. Кроме всего прочего, она очень близка к Урсуле фон дер Ляйен. Вот, очень близко. В условиях, когда НАБУ и САП потеряли покровительство со стороны Соединенных Штатов, именно Европейский Союз взял свое покровительство. В Подождите, условиях, а когда как же, там же куратор от ФБР был в НАБУ. ФБР сейчас уже не тот, и, соответственно, немножко, да, там есть определенные моменты, которые связаны с тем, что ФБР считает, что никуда ситуация в Украине не денется, потому что, подписав соглашение о недрах, Украина в первую очередь признала то, что там коррупционные скандалы будут рассматриваться, в том числе по американскому законодательству. Вот это такой момент, это не учитывается многими. Вот. Но сейчас вот, право первой ночи в этом плане именно у Европейского Союза. Европейский Союз, который обещает выделить Украине 90 миллиардов, он считает, что необходимо устранить всех тех, кто эти 90 миллиардов распихают по своим карманам. Ну ладно, не 90, 30 только придут в Украину из этих, потому что 60 остаются на территории Европы. Европа должна выпустить оружие, произвести оружие, передать его Украине. Там не особо из этих 60 можно будет украсть. Там европейцы сами запустят руки в этот процесс. А вот 30 миллиардов – это как раз те деньги, которые могли бы там быть переполовинены через разного рода схемы, сесть на счетах, карманах, в кошельках у некоторых людей. Поэтому необходимо было устранить тех людей, которые создают определенную вертикаль, которая абсолютно не подлежала никаким коррекциям после отставки Ермака. Вы же видите, Ермак ушел, но все Ермасята все остались при своих должностях. Все. Свириденко, вице-премьеры, там, министры, заместители главы администрации. Буданову не дали уволить ни одного человека, назначить своего. То есть все люди Ермака остались на своих должностях. Поэтому демонтаж вот этой вот системы, которая была создана Ермаком, вот, и примкнувшим к ним Умеровым, вот, это вот была главная задача. Превратить Зеленского в такого себе свадебного генерала, от имени которого можно управлять процессами. Антикоррупционеры, вот эти вот, потом разного рода НАБУ, САП и прочее, это только инструмент достижения этой цели. Вот. Так что это то, что сегодня является главным. В этой ситуации возникает вопрос, а интересно ли во все это играть самому Зеленскому? И поэтому вопрос, что согласится ли Зеленский в таких условиях дальше оставаться именно марионеткой, или же он начнет сейчас определенную борьбу, вот, это уже вопрос открытый. Если начнет, то у него есть только один инструмент для этой борьбы. Это Служба безопасности Украины. Служба безопасности Украины, которую сегодня очень хотели бы эти же именно антикоррупционеры тоже заполучить контроль над этой службой. И поэтому сейчас в этих условиях Служба безопасности становится личной гвардией Зеленского, реальная личная гвардия Зеленского. Зеленский будет использовать ее для того, чтобы противостоять тем же антикоррупционерам. Будем наблюдать за этим. Смотрите, тут очень интересный момент, а какие вот инструменты? Но я имею в виду политические инструменты, потому что мы знаем, все очень хитрые, там, ну, то есть инструменты мы, в принципе, знаем, да, не даст соврать Денис Киреев, который был, да, то есть инструменты вообще могут быть разные. Я имею в виду инструменты политические. Вот смотрите, два ярчайших сегодняшних, скажем так, момента. Момент первый, значит, выходит, ну, тоже такой хороший, понятный, как говорится, с родословной конструктор ракет Firepoint, вот товарищ Штиллерман. Значит, и он говорит, что Центр противодействия коррупции, ну, то есть Соросята, которая под глобалистами, под Европой, которая там, их отрезали от USAID, американских, они нашли деньги грантовые в Европе. Короче, Центр противодействия коррупции, значит, своими заявлениями на 7 месяцев, представьте, вдумайтесь, затормозил развитие там проекта Фрея, который должен был создать дешевую антибаллистическую ПВО. Значит,
К нам приехал премьер-министр Норвегии и своими глазами увидел производство, документацию. После этого дал указание, что мы забываем об этих всех сплетнях и этих сказочниках, начинаем работать над перехватчиком. До этого все стояло на паузе. Смотрите, обвинение... Извините, а премьер-министр Норвегии – это человек, который наделен правом доступа к государственной тайне Украины? Премьер-министра Украины привезли на режимный объект, премьер-министра Норвегии привезли на режимный объект в стране, которая является, ну да, хоть и дружественной, хоть и партнерской страной по отношению к Норвегии. Ему показали все производство, всю техническую документацию. Это первое. Второй момент. Он является человеком с техническим образованием, чтобы понять, что перед ним не просто красивый там муляж, вот, а что перед ним действительно супер чудо современной техники. Вот. Знаете, это такая отмазка. Ну, в данной ситуации мы же понимаем, что Firepoint – это просто-напросто такая себе, такой ландромат. Прокладка. Да, и прокладка, и стиральная машина такая себе прачечная. Вот. Это, если бы даже не было вот этих активностей Шабунина, их надо было бы придумать. Где ваши ракеты? Ну так Шабунин же, вы понимаете. Шабунин не дал возможность нам сделать эти ракеты. Вот. Завтра точно так же спросят, а куда девались деньги, которые были потрачены там, на другие виды вооружений? Ну так, понимаете, это вот, если не Шабунин, то кто-то другой еще. Там, вот, это дождь пошел не вовремя и так далее. Это же, это же всем понятно, кроме, наверное, там нескольких упоротых людей, которые верят в пропаганду. Я немножко о другом. Я вот именно о политическом инструментарии. Получается, Центр противодействия коррупции работает на Россию. Понимаете? Да, Это как вот вчера вот этот был эпизод с сбитым дроном украинским, что эстонцы, ну как эстонцы, румыны, имеется в виду НАТО, да, над Эстонией сбили дрон, это получается как бы России помогают, понимаете? Конечно. А, Да, да. И румыны, и молдаване, которые там тоже они помогают, тоже России. Вы же понимаете, что иногда доходит до абсурда. Сегодня, я не знаю, попадалось ли вам на глаза заявление службы внешней разведки Украины. Да, я прям хотел об этом сейчас прям отдельно поговорить. Это как раз все из одного рая. Значит, вот. Кто не знает, создатели украинского Колобка. Помните, мы с вами обсуждали Колобка? Так это те же самые. Ну, говорит, мы декоммунизировали Колобка. Как это? Дерусифицировали Колобка. Колобок наш. Потом еще там борщ наш. Вот это вот служба внешней разведки. Сегодня, в общем-то, делает такое сообщение. Россия готовится к дестабилизации в очередной раз. План Шатун-9, наверное, в нашей стране. И подрыву внешней поддержки. Администрация Путина. Это не кто-то там какие-то, не хухры-мухры вам, а администрация Путина требует от спецслужб, МИДа и российских СМИ максимально разогнать в украинском пространстве 3 момента. Перечислим. Дискредитацию мобилизации в Украине и военного руководства, которое отвечает за комплектование сил обороны. Да. Второе. Дискредитацию президента Украины лично, членов его семьи. Представляете, команду дискредитировать Зеленского. Обеих жен. И третье. Разогнать медийный скандал вокруг Ермака и интервью Мендель, который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий. Ох, давайте пройдемся по этим пунктам. А тут все вместе надо просто. Вы понимаете, любая критика президента, любая критика власти и ТЦК, вот, это автоматически работа на Россию. Вот. Ну, смотрите, вы решили, вам не нравится то, что происходит в ТЦК, вы говорите вот о том, что вот ТЦК, произвол ТЦК и так далее, вот сразу, видите, вы льете воду на мельницу именно российских спецслужб, потому что было указание, там, и, значит, вы работаете полностью по нарративам, которые определены в Кремле. Вот, потому что вы вот полностью все то, что там было озвучено службой внешней разведки, вы повторяете.
То, что служба внешней разведки даже не удосужилась предъявить сам документ, который они получили, информацию, это тоже о многом говорит. В свое время служба безопасности во времена Грицака, во времена Василия Грицака, то есть во времена Порошенко, они хотя бы попытались создать фальшивку, вот, которые потом все высмеяли, показали, что это все, видите, и обороты не те, и русские так не говорят на самом деле, и так не пишут, и вообще документы по другим стандартам там готовятся в России. То есть все это разложили, показали, что это фальшивка, план Шатуна. Вот. Но там хотя бы постарались предъявить, что у них есть документ. А здесь даже документ не предъявили. У нас информация точная, и если вы говорите о том, что Ермак, значит, коррупционер, значит, вы работаете на Россию. Если вы говорите, что Елена Зеленская присутствует, голос Елены Зеленской на пленках Минича, значит, вы работаете на Россию. Если вы вообще говорите про пленки Минича, вы работаете на Россию. Если вы возмущаете действия ТЦК, значит, вы тоже работаете на Россию и так далее, и так далее. То есть все это. А если еще где-то попадется, это будет опубликовано в западных СМИ, то для большей уверенности взяли 4-5, там, кажется, изданий, которые постоянно критикуют Украину, и, что греха таить, западные издания, которые действительно сотрудничают с Россией. Их перечислили, эти издания, и сказали, и некоторые другие издания, для того, чтобы, если завтра Financial Times опубликует критику Зеленского, то сказать, Financial Times тоже купили русские. Я начинаю, ну вот, немножко сталкиваться с тем, что люди не понимают последствий. Нет, я еще хотел просто продолжить. И в этом ключе вот, действия Шабунина и антикоррупционера, они тоже пророссийские. Но это же свидетельствует, Константин Петрович, ну, об истерике, раз. А второй момент, тоже очень важный, об ограниченности инструментов. То есть ты именем войны с Россией и русским следом можешь заткнуть везде. Понимаете, в чем дело? Помните старый анекдот, ну, когда там покупают укроп у бабульки на остановке, да, она говорит, а что так дорого, там, она говорит, так доллар подорожал, ну, вот такое, типа, Да. зелень сейчас в цене, вот такие были шутки ходили. Это на самом деле... У Задорнова было когда-то, что он говорит, я приехал в Киев, возле Бессарабки сидит бабушка, продает семечки. Я говорю, почем? Она называет цену, я говорю, почему так дорого? Она говорит, так баррель растет. Да, то есть, понимаете, вот точно так же, понимаете, то есть там можно к бабушке прийти за семечками или за укропом и спросить, так, а что, финансирование терроризма, русский след, понимаете? Ну, то есть, мы же понимаем это. Это все там, а это вывезено, украдено из наших неподконтрольных территорий. Ведь Зеленский этим не цурается. Очень так, одной строкой, но это было видно тем, кто следит за информационным пространством. Американцы, оказывается, зерно украинское помогают везти с неподконтрольных территорий, представляете? То есть, и до этого, ну, как бы... Это очень просто обосновать. Цены на зерно в мире определяются торгами на Чикагской бирже. Ну, понятное дело, что если продается зерно с неподконтрольных территорий, значит, где-то цены на это зерно тоже коррелируются с теми ценами, которые там были в Чикаго там определены. Соответственно, вот Америка, пожалуйста, пособник. То есть, ну, давайте тоже так откровенно. Кроме русского следа у Зеленского нет ничего в арсенале, ну, вот такой политической и аппаратной борьбы. Больше ничего не надо. Вы знаете, что сейчас уже в окружении Зеленского уже некоторые люди начинают друг на друга писать кляузы, заводить дела и так далее, вот, обвиняя друг друга в том, что они работают на российские спецслужбы, там, кто с 2014, кто с 2016, кто с 1898 года. Ну, а почему больше ничего не надо? Ну, это же... Ну... Это идеально абсолютно. Это идеальная форма вот, обвинений. Зачем какие-то доказательства, если просто можно сказать, ты русский агент. Все. И оправдаться, любое оправдание, любые там действия, это абсолютно они неуместны в этой ситуации. Просто работает на Россию, вот, подыгрывает России. Вот, скажем,
действует вопреки там, интересам Украины и, скажем, в ущерб украинской обороноспособности. Критика президента приравнивается к работе на врага. Давайте теперь более в конструктивное русло. А как с этим бороться? А как с этим бороться? Это необходимо воспринимать как данность, это дискредитирует. Нет, подождите. Политически бороться, подождите, это очень важно. Политически бороться невозможно в условиях, когда нет оппозиции, а в стране нет оппозиции. Вот. В стране фактически отсутствует какая-то платформа, которая могла бы стать медийной платформой для оппозиции, для оппозиционного мнения. Ее нету. Вот, этой платформы. Есть большое количество разрозненных лиц, которые недовольны той ситуацией, которая сложилась. Большинство этих лиц находятся либо в эмиграции, либо в тюрьме. Вот. Те, которые где-то тихонько там проявляют недовольство, они сидят на кухнях и тихонько возмущаются, потому что понимают, что если они выйдут завтра на какую-то акцию протеста, они окажутся там где-то рядом с Дубинским, с Шевченко, там, с другими. Вот. Так что в этой ситуации попросту только дискредитация, есть несколько моментов. Это либо дискредитация, самодискредитация власти, что мы уже наблюдаем, власть сама себя уже дискредитирует, причем достаточно активно и идет ко дну. Но в таких ситуациях, как показывает исторический опыт, не воля народа, не торжество тех людей, которые там настроены оппозиционно и которые там являются носителями каких-то здравых идей, выйдет на первый план. Такой ситуации именно торжествуют разного рода коричневые, черные и прочие. Вот. Поэтому я не удивлюсь, если завтра какой-нибудь бравый полковник, подполковник, бригадный генерал или еще кто-либо обратиться вместо единого марафона, обратиться к нации со словами, что я беру всю полноту власти на себя. Потом камеры покажут там увешанные, как новогодние елки, столбы, на которых будут там некоторые узнаваемые лица. Вот. Зеленский, скорее всего, сможет уехать и писать мемуары. Это, скорее всего, по согласованию с западными партнерами. Потому что подобного рода действия происходят только по согласованию с партнерами. Только по согласованию с партнерами. Любой переворот требует легитимизации. Про коричневых. Да. С исторической точки зрения, вы можете, и с политической ситуации дня сегодняшнего, вы можете объяснить, на кой Зеленскому кости Мельника? Нет, это, на самом деле, это, скажем так, проект, который взял под свой контроль Кирилл Буданов, которому не противился Зеленский. Зеленский, честно говоря, даже не знает, кто такой Мельник. А Буданов знает. Буданову объяснили. Рядом с Будановым есть все-таки умный человек по фамилии Юсов, Андрей Юсов, который знает историю, который, да, про другие там качества мы не будем это самое, так что историю он знает. Так. Знаете, захоронения, которые существуют за рубежом, захоронения украинцев, там, выдающихся украинцев, время от времени требуют определенных материальных вложений, и немалых. На Западе существует определенная традиция, определенный законодательный момент, когда тело предоставляет могилу для тела, для захоронения на 25 лет. Через 25 лет приходит уведомление родственников, либо оплатите продолжение еще на 25 лет, причем немалые деньги, либо же произойдет эксгумация, кремация и так далее. Соответственно, время от времени... Слушайте, я тут в шоке, я тут говорю, нацисты, нацизм, эти все, а тупо зажали заплатить за яму. Нет, а некому, родственников нету. Андрея Мельника не было детей. Нет, так я государство. Ну раз вы такие классные, то есть там, что дешевле перевести и тут закопать бесплатно, чем там оплатить еще 25 или сколько лет? Я еще когда-то помню, в начале 90-х я разговаривал, тогда возглавлял организацию украинских националистов Николай Плавиюк. Он же был президентом Украинской Народной Республики в экзиле, была такая должность. И в начале 90-х я с ним общался, он сказал
говорит, что вот сейчас подходит очередное время для того, чтобы оплатить могилу Коновальца в Роттердаме. Я Мгм. говорю, то есть оплатить. Ну вот такая вот существует такой момент, поэтому надо сейчас вот найти деньги, заплатить и прочее, вот продолжить фактически пребывание его там. Ну, потом был, кстати, скандал, связанный с захоронением Александра Леся, поэта, отца Олега Ольжича. Так что тогда удалось фактически перевести Александра Леся, перезахоронить в Украине. Вот, а были очень серьезные там трения относительно того, что его хотели просто из могилы, что называется, выбросить, ну, по законодательству. Так что сейчас просто проводится с помпой, с разного рода там, действиями, которые там предвидят там, воздание чести последние и так далее, там военные все эти, скажем, весь антураж и прочее. Все для того, чтобы показать, что мы заботимся о своих героях. Я знаю, что сейчас планируется точно так же перенос в Украину, уже анонсировано, Евгения Коновальца из Роттердама, из Германии Павла Скоропадского хотят точно так же перевести. Речь сейчас идет также, ведутся переговоры с Германией и Францией относительно возможной эксгумации Симона Петлюры и Степана Бандеры, тоже переноса их в Украину. Да, пока что это как бы программа минимум. А дальше там Буданов уже анонсировал украинский пантеон, вот, где будут самые выдающиеся деятели похоронены. Смотрите. А Мельник заслуживает? Ну, я понял вашу ну, мысль, да, в том, что ну, это пиар и экономия, то есть, а заслуживает Мельник того, чтобы вокруг Так, него строить вот эту идеологию, о которой вчера рассказал Зеленский? смотрите, идеология, которую исповедовал Мельник, она уже давно является частью истории. И, соответственно, понятное дело, что та идеология, которая была актуальна для 30-х годов, а Мельник был, будем говорить откровенно, вот позиции украинского национализма, которые были характерны для того времени, они были абсолютно идентичны фашизму. Причем очень интересная грань, потому что в 30-х, 20-е, 30-е годы именно итальянский фашизм был образцом для наследования, и этого никто не стыдился. Вот, украинские националисты говорили о том, что украинский национализм является проявлением одного и того же духа, что итальянский фашизм и немецкий социал-национализм, просто в разных странах он по-разному называется. Константин Гиммельрайх, один из деятелей Мельниковской ОУН, в своих мемуарах, кстати, изданных если не ошибаюсь, это 8-й том летописи УПА, изданной за рубежом, в диаспоре, он там прямо говорил, что мельниковцы летом 1941 года были уверены, что Гитлер скоро объявит, что ОУН является восточным подразделением национал-социалистической рабочей партии Германии. Вот, так что в этом отношении они были на одних и тех же позициях. Другое дело, что уже в апреле 1942 года произошло очень жестокое разочарование после первых расстрелов. Расстреливали немцы в первую очередь мельниковцев. Вот, потому что слишком были большие надежды, а потом было и большое разочарование. А после войны Мельник попытался как раз переориентировать организацию украинских националистов на более такие лайтовые формы, но он подпал тогда под влияние именно американских спецслужб, в то время как Бандера был полностью под контролем британских спецслужб. Мельник, а также оппонент Бандеры Лебедь из еще третьей группы ОУН, Двикарей, так называемых, они работали именно больше на Соединенные Штаты. Он жил как личный гость великого герцога Люксембургского,
вот в Люксембурге, вот, в Клерво возле Люксембурга. Там он, не там он, его в Кёльн отвезли, у него были большие проблемы со здоровьем, и он умер в клинике в Кёльне, был похоронен, опять же, в Люксембурге. Так что и его политическая сила постепенно там уходила в прошлое. Вот. А сейчас о нем вспомнили. Вспомнили, как часть украинской истории, понятное дело, что Мельник это является одним из ярких представителей, но вряд ли предметом для наследования, достойным предметом для наследования для будущих поколений. Ну, дед, наверное, Зеленского переворачивается в гробу. Да, но вы понимаете, дело в том, что история Украины 20 века – это история двух Украин, потому что которые между собой слабо пересекались. Потому что была советская Украина, частью которой был и дед Зеленского, вот, неотъемлемой частью этой истории Украины. Это Украина, которая была Украинская Советская Социалистическая Республика, которую кто-то считает колонией, хотя на самом деле колония она не была ни в Российской империи, ни в советские времена. Это провинции можно было считать, но не колонией. Что касается этой части истории, это созидательная история, это история развития экономики, история модернизации экономики, история строительства крупных объектов, большой экономики. Это история интернационализма как основы взаимоотношений между народами. Это история большой культуры, великой культуры, которая была построена за эти десятилетия. Вторая часть – это история той Украины, которая развивалась в условиях диаспоры, в условиях междувоенной Польши, скажем там, и так далее. История там различных политических групп, фракций и так далее, и движений, которые стояли либо на национал-демократических, либо на националистических позициях, вот, и которых объединяло только то, что они хотели бы реванш, вот, получить реванш за проигрыш в 1917-1921 годах. Вот. Там тоже была создана своя культура, там были свои поэты, писатели, художники, яркие, самобытные писатели, но они не пересекались между собой. Это было две параллельные Украины. Пересечения были только точечными. И вот в 1991 году Украина, которая была провозглашена как независимая Украина, она вдруг объединила два вот этих начала. А почему та Украина побеждает? Ну, просто смотрите, Потому что побеждает не та Украина. Побеждает в данной ситуации начал побеждать Запад. Запад, который одержал победу над Советским Союзом в холодной войне. И Запад фактически начал диктовать условия. Что такое хорошо, что такое плохо. Кого необходимо забыть, кого необходимо поднять. Нет, давайте так. Нет. Смотрите, то есть то, как необходимо забыть, мы видели на 9 мая, и что, несмотря там на все, и там были дальше словесных не перешло, ну, то есть носили цветы к памятникам, мемориалам на 9 мая. Смотрите, то, как они победили, это еще большой вопрос, понимаете? И только вот честно, да, вот все говорят, такая война, такой вот наша сегодняшняя, вот такая война, так все это все, никогда не будут там условно там русские, украинцы. Вот завтра, вот прям одним днем возьми и разреши, ну, там, георгиевскую ленточку, верни звезды на место, условно, да, или там разреши там носить. Видели, как 9 мая все смеялись, вот русские там даже по заграницам пилотки напялили, вроде как, что это такое, ха-ха-ха. Но только завтра это будет можно, и скажут, все, нет, за это не, даже то, что можно, за это не накажут тебя, за эту символику. Вы посмотрите, как она сразу начнет появляться и расти. Но тут другой момент. Почему та Украина побеждает? Вот мы всегда говорим о том, что есть, например, военнослужащие ВСУ, героически сражающиеся на передовой сегодня с россиянами в этой войне современной, которые прихожане Украинской Православной Церкви. И все говорят, как посмотрят на фронте, как посмотрят там в тылу. Да плевать на них, как они посмотрят. Видите, что происходит с Украинской Православной Церковью. И тут я, с одной стороны, конечно, я их критикую, Украинскую Православную Церковь, ну так,
аккуратно. Почему критикую? Потому что они не показали зубы, не показали, кто они есть, не показали, что с ними надо считаться. А вот это вот по принципу по одной щеке подставь другую. Нужно было проактивно действовать. Хотя если бы они показали, возможно бы кончина УПЦ бы уже окончательно случилась. Но тем не менее она просто сейчас теряет, сдает позиции, но сохраняется. Может быть и так. Но точно так же и с людьми, которые вот сейчас воюют, а их верховный главнокомандующий кости нациста привозит в Украину, объявляя его, ну, чуть ли не светилом и героем историческим Украины, и прям примером для них. То есть получается опять странная история. Я уже был... Ну, есть новая концепция истории, в которой очень многие моменты переставлены с ног на голову. Вот, очень многие. Вот то, что было когда-то, считалось, что там со знаком плохо, скажем так, со знаком минус, вот сейчас со знаком плюс. И это хорошо фактически. Все перевернулось сейчас. И наоборот, происходит уничтожение памятников там, советским воинам идет. Но при этом перенос тех людей, которые, как считают в нынешней Украине, как считают в украинском руководстве, они должны стать основой для нового пантеона. Вот и все. Но эта основа, эта концепция не разрабатывалась в Украине. Эта концепция фактически привнесена извне теми, кто считает себя победителями во Второй мировой войне, считая, что Вторая мировая война закончилась не в 1945 году, а в 1991 году. Так, друзья, значит, давайте подведем итоги нашего голосования. Вопросов очень много сегодня, Константин Петрович, поэтому уделим им внимание. Кому после встречи Путина и Си стоит напрячься? 8% считают, что Трампу все-таки, 19% Зеленскому, 33% европейцам, ну а 39% выбрали вариант ответа, что всем надо расслабиться и получать удовольствие, собственно. Ребята, я это еще придет. Кто выбрал четвертый вариант. Вот, я как раз тоже считаю, что вряд ли кто-то сейчас, даже напряженность какая-то, которую проявляет Трамп, европейцы или Зеленский, вряд ли она повлияет на ту ситуацию, которая сегодня наблюдается в отношениях между Россией и Китаем. Так, друзья, значит, пожалуйста, ваши вопросы. Поехали, клуб зрителей. Отсюда начинаем, потом сообщество и чат-трансляции. Евгений Антонов. Константин Петрович, Украина живет во вселенной книга «Украина не Россия», версии 2.0. В ней ленивый русский с покошенными избами просто в кровожадного бестолкового орка превратился, а украинцы окончательно эльфами стали. У меня вопрос про эту вселенную версии 1.0. Почему красный директор в мирном 2003 году выпустил этот набор баек про ленивых русских и справных хозяев украинцев? По идее, весь советский опыт хозяйствования этого человека был про другое. А всплыли какие-то обиды за аж андрусовский мир. Эти идеи в воздухе разлиты, что ли? Смотрите, в 2000 году, извините, в декабре 2000 года Кучма оказался в эпицентре громкого скандала. Вот. Все хорошо помнят этот громкий скандал, связанный с пленками Мельниченко, связанный с тем, что под Кучмой зашалось кресло. Более того, после этого его начали методично расшатывать американцы и европейцы, начали всюду говорить о том, что Кучма должен уйти. Более того, его начали добивать кольчужным скандалом, обвинять в том, что он поставлял в обход санкций, поставлял военную технику Ираку, режиму Саддама Хусейна и так далее. Из Кучмы начали делать определенные исчадия ада. И ему необходимо было прогнуться перед Западом, показать, что я не такой. Вот. И тогда через его зятя Виктора Пинчука, через структуры, с которыми Виктор Пинчук в то время имел очень тесные отношения на Западе, была предпринята определенная попытка послать сигнал на Запад, что я свой. И тогда была написана вот эта книга «Украина не Россия». Именно для того, чтобы был послан сигнал Западу. То, что в этой книге там эклектика, то, что в этой книге там
Частично биография, биографические воспоминания, частично там выдержки из страниц истории Украины, частично там какие-то размышления о будущем. Вот все вместе, вся эта книга издавалась ради названия, ради обложки, ради того, что Кучма вот просто-напросто написал: Украина – это не Россия, и что он не пророссийский, он больше прозападный. Он решил это сделать. Этот месседж был расшифрован. Кучме дали возможность досидеть до конца, до 2004 года. Но когда Кучма попытался сделать так, чтобы пройти еще на третий срок президентский, вот. Ну, сымитировать такие бурные выборы, противостояние Януковича и Ющенко и так далее, Майдан. Вот, ему показали, что третьего срока ему не дадут, потому что есть еще более прозападный политик, еще более прозападная команда. Кучме дали спокойно уйти в отставку, его не догоняли, не возбуждали дела, не припоминали ему старое. Вот он живет себе и дальше сейчас, редко возвращаясь в Киев, все чаще в Лондоне и на Сардинии. Вот. А книга стала определенной эпохой, а само название стало эпиграфом к новой реальности. Мгм. Так, ну, опять-таки, захотите отвечайте, захотите нет. Дмитрий спрашивает, каких лидеров мнений блогеров смотрит Константин Бондаренко, и если не секрет, какие паблики у него в Телеграме? У меня, если я покажу вам паблики в своем Телеграме, их больше 300, поэтому я могу только перечислять. Это огромное количество, причем разных. Причем я стараюсь анализировать и то, что откровенные клеветы власти там пишут, и то, что там пишут оппозиционеры, и мои друзья, журналисты, политологи, эксперты, и то, что пишут в России, и то, что пишут в Европе, и так далее. То есть у меня большое-большое количество пабликов. Я время от времени там скроллю, это время от времени что-то копирую. У меня постоянно себе копирую какие-то заметки на себе, потом эти заметки переношу в свой архив в компьютере примерно Да вы раз в страшный месяц. человек, Константин Петрович. Конечно, Вы конечно. все, у вас все ходы записаны. Конечно, у меня ходы записаны. Более того, я понимаю, что некоторые умные мысли могут пригодиться потом где-то при написании тех или иных монографий. Это очень облегчает работу. А что касается вот именно видео, вот иногда мне просто, у меня нету такого, что я смотрю кого-то вот постоянно. Вот я, например, захожу к вам, вот, Александр, вот вижу, что интересный собеседник, а ну-ка дай-ка я послушаю, вот, когда есть там свободная минутка. Вот я иногда там слушаю, вот именно исходя из того, что вот тема или же там собеседник, или его взгляд на то или иное событие мне действительно интересно. Так что иногда просто могу включить какие-то исторические программы, послушать именно про историю, то, что мне интересно. Вот. Но просто иногда времени так мало, что приходится в ускоренном режиме слушать. Да, друзья, в общем, я тоже всех призываю смотреть всех и Шелеста. Да, а еще подписываться на Бондаренко, потому что он тоже смотрит всех, друзья. Поэтому давайте, подписывайтесь. Спасибо большое, что... спасибо за вопрос. Из клуба зрителей был вот такой. Переходим в сообщество YouTube. Так, тут, конечно, лес рук, как говорили. Но буду просить вас покороче, для того, чтобы многих удовлетворить. Александр, летом 25 года по распоряжению мэра Садового с холма Славы выкопали останки советских солдат. Вчера Зеленский объявил, что в Украину вернут одного из лидеров ОУН, Андрея Мельника. Вопрос, сколько пролежит в украинской земле прах Мельника, прежде чем его опять выкопают внуки сегодняшних патриотов? Ну, смотрите, я большой противник того, чтобы выкапывать кого-либо, выбрасывать и так далее, будь то советские воины, будь то любой человек, который похоронен. Вот, ну, условно говоря, его земной путь закончился, и на этом необходимо все-таки успокоиться. Пусть историки воздают там ему те или иные, ставят те или иные оценки, оценивают, спорят, а не происходит там либо война там с трупами, либо пир на костях. Вот. Я большой противник этих моментов, очень критиковал вот эти решения испанцев о переносе праха Франко и Прима де Ривера
из Эскориала, вот, тоже, да и другие подобного рода действия. Возможно, когда-то мы уже образумимся и поймем, что все-таки история должна принадлежать историкам, а не толпе. Мгм. Вопрос, кстати, по этой теме у Сергея. Как к знатоку истории, ОУН в Бабьем Яру были ОУН-бандеровцы или ОУН-мельниковцы? Вот это как раз историки до сих пор еще над этим, над этим спорят. Но вспомогательной полиции были аун-мельниковцы как раз из буковинского куреня Петра Войновского. Вот. А ничего не Тоже, хотят, как бы, хотят высказать свою смотрите, представители да. дружественного израильского государства? А я думаю, что это тоже будет. Но что касается вот, когда в 1940 году раскололась организация украинских националистов, за Бандерой было меньшинство. За Бандерой было меньшинство, его считали нелегитимным лидером, выскочкой и так далее, раскольником. Вот. Но за ним пошло очень активное меньшинство. Меньшинство фанатично преданное идее. За Мельником осталось большинство, за ним осталась большая часть именно организаций, которые были и непосредственно за рубежом, вот, потому что ему на втором съезде украинских националистов ему принесли присягу и считали, что если пойти за Бандерой, это нарушить присягу. Вот, поэтому значительная часть тех людей, которые, вот, тех националистов, которые вместе с немцами пришли в Украину, они поддерживали Мельника. Значительно. И то, что происходило, ну, к слову, вот то, что происходило в Бабьем Яру, точно Мельник об этом ну, просто не мог знать. Вот с ним точно не советовались, его не ставили в известность. Что, конечно же, не оправдывает его. Вот. Я просто имею в виду, что он не отдавал приказа относительно уничтожения евреев. Это был приказ, который отдали немцы, а исполнителями были представители полиции, вот, которые вот где-то там ориентировались на то, что у них есть вождь Андрей Мельник. Андрей Мельник в то время, кстати, действительно не гнушался определенных антисемитских заявлений. Это тоже стоит это обратить внимание, потому что в то время это считалось для националистов, для тех, кто исповедовали вот эту профашистскую идеологию, это считалось само собой разумеющимся Так. практически. Дальше. Алекс Шевченко. На записях НАБУ звучит русская речь, но для суда никто на украинский язык эти диалоги не переводит. Почему ни Цой и Ивановская не возмущаются по этому поводу? Ведь исходя из новых инициатив Ивановской, судей и прокуроров теперь нужно штрафовать на 110 тысяч гривен. Как, кстати, и многих фигурантов пленок Миндича, которые являются госчиновниками. Ну, скажем так, во-первых, я не знаю там процессуальный статус этих пленок. Я, честно, не вдавался в детали, потому что еще может быть, что адвокаты еще опротестуют и скажут, что вообще они добыты не совсем честным путем, эти пленки. Это раз. Второй момент – это то, что как раз действие закона в данной ситуации не распространяется на эти доказательства. Вот, суд разве что может потребовать для протокола или для дела в целом вот, перевод, расшифровку и перевод на украинский язык. Это единственное, что он может потребовать. Но, очевидно, они считают, что этого сейчас пока что достаточно. Что таковые действия не требуются. Кристина, добрый вечер. Константин Петрович, я как-то спрашивала у вас 2 года назад, кто кого кинет первым, Зеленский Ермака или наоборот. Вы ответили тогда, что, естественно, Зеленский. Как думаете, развод состоялся или с любимыми не расстаются? Спасибо большое. Ну, видите, Зеленский остался в своем кресле. Ермак сейчас там 3 или 4 суток провел в СИЗО. Вот, хотя Зеленский дважды, как минимум, на моей памяти дважды говорил, что Ермак пришел со мной и со мной уйдет. Вот. Понятное дело, что Зеленский кинул. Вот. Или же не смог защитить. Вот. Что, в принципе... Но Ермак-то помнит эти слова Зеленского. Как говорится, пацан сказал, пацан должен сделать. Так, Александра пишет, что визит по уровню
Путина по уровню приема ничем не уступил, а где-то даже превзошел госвизит Трампа. Ключевое отличие в аэропорту было, когда Путина лично приветствовал Ван Иит, член Политбюро, глава МИД, и руководитель партийной канцелярии по иностранным делам в одном лице. Трампа же встречал вице-премьер, не входящий в партийный орган, в Политбюро. Это формально означает низкий, более низкий уровень почтения. О чем, по-вашему, этот сигнал говорит? О том, что в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами сохраняется напряженность определенная и недоверие. Вот. И Трамп, в принципе, должен был приехать, и понятное дело, что за один свой визит он не мог решить все эти вопросы. Вопрос, осталось ли недоверие в дальнейшем, остается открытым. Посмотрим по делам. Вот. А между Китаем и Россией все-таки более доверительные отношения и более тесное сотрудничество. Так что оно и понятно. Было бы странно, если бы прилетел Путин и его встречал не член Политбюро. Угу. Петр, Константин Петрович, судя по заявлениям Путина и Си из Пекина, ожидается включение Китая в переговорный процесс по Украине? Не исключается. Но я не думаю, что Китай будет именно как там посредник или переговорщик. Я не удивлюсь, если Китай предложит свою площадку для переговоров. Это хорошо или плохо? Это, в принципе, то, что Китай покажет, что он заинтересован в урегулировании процесса. Нет, это очень интересный, кстати, вопрос, потому что тут... Это, конечно, неплохо, потому что на переговорах это вряд ли будут там китайцы давить на одну из сторон, будут там приходить и говорить, что мы не выпустим вас из зала, пока вы не подпишете, этого не будет, понятное дело. Другое дело, что Китай просто продемонстрирует, что ему не все равно, что происходит. Слушайте, я вам так скажу. Вот все обсуждают, там, Путин говорит, приезжайте в Москву, Зеленский куда угодно, кроме в Минск и Москву. Там с Виткофом непонятно, вроде как едет в ближайшее время, то не едет. В общем, сегодня такие были сигналы. А тут, представляете, говорит, а давайте в Пекине подпишем мир. Американцы приедут, чего? Вот именно место, как место подписания. Было два момента. Первый момент в 2024 году, в марте 2024 года, Си Цзиньпин находился в Москве, вот, и тогда он заявил о том, что он готов встретиться с Зеленским. Вот. Более того, в Варшаве готовили тогда китайские дипломаты и украинские дипломаты приехали и, соответственно, даже начали подготовку возможного визита Си Цзиньпина, где он мог бы встретиться сразу после разговора с Путиным с Зеленским. Это начало 2024 года. Вот. Это не секрет, это дипломаты могут подтвердить, что это было. Но Зеленский сказал, что мы готовы встречаться с Си Цзиньпином, если он поддержит нашу позицию, если он там заранее скажет, что он поддерживает нашу позицию относительно границ 91 года и прочее. Вот это то, чем он кормил нас на протяжении нескольких лет. Вот. Понятное дело, что встреча не состоялась. Вот эти передовые группы были отозваны. Вот. Второй раз, это в прошлом году, речь шла о том, что может состояться визит Зеленского. Речь шла о том, что может состояться визит Зеленского в Пекин, его встреча с Си Цзиньпином и, соответственно, обсуждение вопроса, связанного с мирным урегулированием. Вот. Не состоялось, скажем так, именно в том виде, в котором задумывалось. Угу. Отаке запитання. А яка зброя більш страшна? Інститут біблійських жінок, у лапках, чи мігранти? Що каже історія про зброю проти власного народу під назвою Мамлюк? Для кожної епохи, для кожного періоду є свої поняття, є своя зброя. От. А що стосується процесів, демографічних процесів, які сьогодні там очікуються, вони дуже небезпечні. От. Але давайте будемо так готувати якусь альтернативу, яким чином цим процесам протистояти. Да,
Кахаемося, бо мы того варти. Да, помню, был такой лозунг. Вопрос Константину. Лично мое ощущение, что пока народ Украины через кровь, к сожалению, не вычистит всю, абсолютно всю верхушку, которая последние 12 лет правила, воровала и сталкивала лбами людей, разделяла общество, будущего у страны Украины не будет. Как вы относитесь к этому и возможно ли это? Нам мало крови. Но вы знаете, я понимаю, я подсознательно понимаю, что без крови вот, и без кровавого сценария не обойдется. Но я бы очень бы хотел предостеречь, потому что, знаете, первая кровь, вот, она опьяняет, а потом очень сложно остановиться. Как правило, этот процесс затягивается на большое количество времени, вот, и потом в мясорубку попадают и там не только виновные, но и причастные, а потом и невиновные и так далее. Уже никто не разбирается. Вот. Извините, пожалуйста, но мне кажется, что в кровавых сценариях, которые сотрясают Украину с 2014 года, надо поставить уже какую-то точку. Мгм. Александр, вы писали, к вам обращается Константин Петрович, что окончательное решение о начале войны было принято в октябре-ноябре 20-го, после того, как компромиссное предложение ДНР и ЛНР по Минским о временной автономии было отвергнуто. 4 сентября 2020 года носители ядерного оружия Б-52 вошли на территорию Украины под прикрытием нескольких истребителей Украины и осуществили имитацию боевых заходов с пусками как бы по России, Крыму и Азовскому морю. Интерфакс тогда сообщал, американские стратегии начали отрабатывать нанесение ракетных ударов по территории России, сообщил в воскресенье министр обороны Шойгу. Может ли Путин или другой руководитель России, зная об этом, согласиться на прекращение огня, не решив вопрос с нейтралитетом Украины? Точно, точно Россия не согласится ни на один вариант выхода из нынешней ситуации, военной ситуации, если не будет гарантировано, в том числе государствами-членами НАТО, не расширение, дальнейшего не расширения НАТО на восток. Вот. Это будет одно из условий. И когда сегодня Путин и Си Цзиньпин говорят о том, что для решения украинского кризиса необходимо решить те вопросы, которые лежали в его основе, вот, в частности, речь идет о том, что от западного сообщества будут требовать признания того, что Украина никогда не станет членом НАТО. Ой, Юрий Иванов. Вижу, что в ближайшее будущее такой перспективы страны. В любом варианте, после войны оставшиеся 11 миллионов условно пенсионеров и вернувшихся с войны ускоренно вымрут за пятилетку без пенсии, финансирования здравоохранения. Откуда им взяться? Кругом индусы, они же и врачи, и рабочие, и менты. Коренного населения этноукраинцев, связанных с русским, где-то 2 миллиона из бедности, не выехавших за рубеж. Мрия на батьківщина, Индия со стиркой в фонтанах, если такие будут, мусором везде. Ведь не брахманы же едут, не монахи-буддисты с их знаниями, духовностью, которая и так сосредоточена на внутреннем, а не на социализацию. А Антониева чума, вторжение варваров в Рим 3-4 века, в сравнении с этим в шоколаде получается. Там хоть руины можно было отстроить, а не мусорная свалка на территории бывшей промышленно-интеллектуально развитой УССР. К сожалению, сейчас все больше и больше подобного рода пессимистических сценариев. Ответить, чем-то возразить достаточно сложно. Вот, но продолжение войны, продолжение боевых действий в Украине, продолжение политики Зеленского, они действительно все больше и больше приближают подобного рода сценарий, к сожалению. Добрый вечер, Александр Константин. Когда у кремлевских закончатся коричневые карандаши, когда они перестанут выглядеть со стороны как люди с задержкой в развитии, которых по какому-то недоразумению допустили до управления страной? У них же дух Анкориджа сменился духом Пекина. Ну, я не думаю, что стоит аж так именно воспринимать. Дело в том, что ни у кого ничего не менялось. Я уже говорил сегодня, что дух Анкориджа не противоречит духу Пекина. На предыдущем вбросе компромата из пленок Минтича была фраза про двушечку на Москву. Время прошло, и нет задержаний в Москве, нет возмущений среди ура-патриотов в Украине. Неужели это какая-то обыденная информация, что нет продолжения? У Константина Петровича есть версия того, кто или что получает краденые деньги в Москве из Украины.
ну, кто-то там, наверное, сидит, я так понимаю, у команды Зеленского, у того же Мингича, например, у него были очень широкие, обширные связи с Россией. В Россию выехало после 2014, а потом после 2022 года выехало большое количество украинцев, которые там обосновались. Вот. Кто-то там занял какие-то должности, кто-то просто сидит и тихушничает. Вот. С кем-то какие-то ведутся, очевидно, диалоги, переговоры. Кто-то в доле по тем или иным вопросам. Ну, война – это же не повод для того, чтобы прекратить общение, в том числе финансовое, с подельниками, Да ладно, не которые могут быть. повод. Спросите у Зеленского. Мгм. А, Игорь, доброго времени суток. В Польше Министерство внутренних дел готовит законопроект об ужесточении получения польского гражданства. Хотят поднять язык до Б2, добавить 40 тестов «Культура и история», увеличить срок пребывания на ПМЖ с 3 до 8. Также добавить акт лояльности. Все, что я перечислил, если примут, то Польша станет одной из самых трудных стран для натурализации и получения гражданства. Вопрос, зачем это хотят сделать? Слышал, польские политики боятся сильного лобби украинцев, которые там получили паспорта. Даже уже в Facebook ходила новость о создании политпартии в Польше, где косяком будут украинцы с паспортами Польши. Смотрите, выучить польский на уровне B2 не так сложно. Это первый момент. Скажу как человек, который худо-бедно, но это само, но все-таки польский в свое время освоил. Я читаю очень много литературы на польском языке, читаю постоянно, каждый день у меня вот есть обязательные издания, которые я перечитываю на польском, стараюсь быть в повестке, хотя я в Польше был последний раз, наверное, года 3 назад. Но есть такая производственная необходимость быть в контексте. Более того, второй момент. Сейчас очень много европейских государств поднимают тоже вопрос о том, чтобы ужесточить вопрос, связанный с обретением гражданства той или иной страны. То есть планка поднимается. Не настолько серьезно, как Польша сейчас, но будет подниматься во многих государствах. Что касается поляков, ну, смотрите, поляки привыкли жить в стране, где 90 с лишним процентов поляков, то есть гомогенная абсолютно среда, польская. Вот, фактически стопроцентное владение польским языком, фактически там 90% с лишним католики и так далее. То есть абсолютно идеальная среда. Кстати, один из польских политиков, очень известных политиков, не буду называть сейчас фамилию, потому что это было в частном разговоре, он сказал, говорит, что мы вообще-то благодарны Сталину за то, что он забрал нас в Западную Украину, и теперь это ваша проблема. Это он сказал в 2014 году. Вот мы с ним обедали как раз в Варшаве. Вот. Что касается нынешней ситуации. В Польше появился больше миллиона украинцев. Это достаточно высокий процент. Украинцев, которые хотят натурализоваться, которые сохраняют свои культурные традиции, которые живут очень часто не натурализоваться, а хотят остаться фактически, не натурализуются в Польше, не принимают польскую культуру, польский язык, а, соответственно, составляют свои там гетто, анклавы и так далее. И именно для того, чтобы не иметь определенных проблем в будущем, поляки хотят фактически натурализовать этих людей, чтобы они фактически стали, осознали себя поляками. Вот. На это будет ассимиляционная политика будет направлена. Так, друзья, Украина такую политику относительно индусов точно не будет принимать. переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что их оставляете в чате. Давайте чату уделим внимание, потому что тоже интересно. Хорошо ли жилось русским, ныне украинцам, в рамках западных стран Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Австро-Венгрии? Уважались ли права языковые, религиозные? Допускали ли их к власти? Спрашивает Сергей. По-разному и на разных этапах разные отношения было. Было время, когда в XVI веке, например, люди, которые разговаривали на русском языке, составляли большинство в польском сейме.
Более того, Великое княжество Литовское привнесло с собой в Речь Посполитую то явление, которого не было у поляков – магнатерию. У поляков не было магнатов, то есть крупных олигархов Средневековья. Вот. И, соответственно, они задавали тон. Но начиная с 17 века начинается постепенный процесс катализации русской шляхты. Вот, и так далее. Соответственно, начинается очень серьезное противостояние, но потом, кстати, представители русской шляхты, даже русской магнатерии становились даже королями Польши. Мгм. Я имею в виду, например, Вишневецкого. Вот. Джон, будет ли ядерный тактический удар по Европе по возвращению русских из Китая? Но я не думаю, что Путин ездил за разрешением бить по Европе. Вот, то есть будет или не будет, это будет зависеть от взаимоотношений между Европой и Россией. Если будут определенные предпосылки для войны в Балтийском море или вокруг Беларуси, то, соответственно, вполне возможно, что Россия прибегнет к использованию ядерного оружия. А так просто бить как писали некоторые в России, что просто ударить превентивно там по Германии или Польше просто потому, что они не любят Россию и поддерживают Украину. Ну, думаю, что это вряд ли. Следующий вопрос. Добрый день. В одном из выпусков вы упомянули интервью Горбачева Кулику. Можете дать наводку, как его найти? Я думаю, что надо просто посмотреть. Вы знаете, я помню очень хорошо, что я его смотрел именно тогда, по горячим следам. Именно это было в дни распада Советского Союза. Это был декабрь 91 года. Это было очень нашумевшее интервью. Вполне возможно, что надо просто задать этот вопрос. Скорее всего, это было последнее интервью Горбачева в качестве президента Советского Союза. Вот. Может, таким образом поискать. Так, вот такой вопрос. Синяя борода. Константин, видя, что происходит 20 лет Украине, а люди не слепые, каким образом, видя все, к чему ведет, не произошло совершенно ничего, как и сейчас, когда ужас бусификации видели уже все. Ну, так на самом деле, знаете, сейчас очень многие любят рассуждать о новом средневековье. Вот, выдающийся исследователь Средневековья Арон Гуревич написал в свое время книгу, что средневековая культура Средневековья, или Средневековье культура безмолвствующего большинства. Вот у нас сейчас безмолвствующее подавляющее большинство, каковым оно и было. Большинство граждан, в принципе, в демократическом государстве это статисты. Вот. Смотрит ли Бондаренко Арестовича, как оценивает его экспертное мнение? Иногда смотрю, чаще в виде нарезок. Вот, ну, иногда интересно посмотреть, иногда с чем-то не соглашаюсь. Очень интересный вопрос. Демократы после новых выборов, я так понимаю, речь идет о вот этих, в Палату представителей, изменят свое мнение и отношение к Украине? Вряд ли. Дело в том, что демократы не являются самостоятельной силой. Более того, демократы – это несколько групп, вот, которые просто объединены под единым партийным зонтиком. За ними стоят транснациональные корпорации, глобалисты, у которых свои цели, и которые не скрывают этих целей, не скрывают желание продолжать начатое ранее, в том числе войну. Привет, Сожмеренки. Вопрос. Мировые элиты вообще думают о людях в хорошем плане, чтобы улучшить жизнь народов? Были ли такие времена? Знаете, вспоминается этот старый анекдот, бородатый до невозможности, когда Верховная Рада заканчивает свою работу, спикер говорит, ну вот мы хорошо поработали, приняли там большое количество законов, приняли там лоббистские разные законы и так далее в интересах тех или иных групп, но надо же и о людях подумать, какие будут предложения. Кто-то поднимает руку и говорит, я думаю, душ по 300-400 на каждого хватит. Вот приблизительно так же и мировые элиты думают о людях. Вопрос. Где граница между любовью к родине и гордыней? Очень тонкая граница, очень тонкая грань. Вот, любовь к родине, она должна быть, конечно же, в сердце у каждого, но она не должна собой подменять логику, разум и здравый смысл. Как думаете, когда будет перепись населения Украины? Да, когда-то говорили, что
Горбачевские реформы пройдут три этапа. Вот, перестройка, перестрелка и перепись оставшегося населения. Вот мы сейчас где-то подходим вплотную к третьему этапу Горбачевской перестройки. Ольга спрашивает, не жалеет ли Константин Петрович время на написание Джокера? Нет, не жалею, более того, что я считаю, что это моя работа, мое призвание писать книги, так что я постоянно в этом процессе. У меня уже несколько идей на будущее. Так, почему о Киевской Руси забыли в Украине? Ну, такой вопрос. Ну, видите ли, скажем так, про Русь, когда речь идет, то и в Украине, и в России отношения достаточно практичные. Вот. Когда надо, вспоминаем, когда не надо, забываем. Как взрастить оппозицию в Украине? Это очень долгий процесс. Вот, и я боюсь, что сейчас надо, если уже взращивать что-то, то не фронту по отношению к Зеленскому, а действительно оппозицию. Значит, это группу людей, это целое политическое направление, которое в оппозиции не к конкретному человеку или не конкретной группе людей, а к системе в целом. Людей, которые могут предложить новую систему и новое видение развития страны. Антон, господин Шелест, спросите, пожалуйста, Бондаренко, если украинец или россиянин полюбит противоположный флаг, это предательство страны? Нет, это не предательство страны. В данной ситуации мы живем в условиях абсолютно глобального мира, вот, где, знаете, есть такое понятие, как бы новые намады или новые кочевники. Вот. Поэтому подходить к понятию патриотизм с мерками XIX века – это не совсем, скажем так, правильно. Ну, давайте еще вот такой вопрос от Натальи Немчик. Почему белорусы не заявили о геноциде после Великой Отечественной войны? Нет, были моменты, вот что касается Хатыни, например, вот если вот конкретный пример Хатыни, были договоренности, конкретные договоренности между ЦК Компартии Беларуси и ЦК Компартии Украины, были просьбы украинского руководства не вбивать клинья между двумя братскими народами. Вот, поэтому просто умолчали, что украинцы принимали участие в сожжении Хатыни. Угу. Просто умолчали. Хотя было это известно историкам давно и в советские времена еще. Вопрос Бондаренко. Ждет ли Зеленского судьба Саакашвили? Вы знаете, у каждого своя судьба. И какая судьба ждет, ну, Саакашвили это еще лайтовый вариант. Вот, или вы считаете, что он должен возглавить там администрацию в Кутаиси где-то, а потом, соответственно, приехать в Украину? Да. Главное, чтобы не судьба Каддафи или же Хусейна. Вот этого я ему не желаю. Александр, Зеленский мстит за Химпром, обезглавлено руководство полиции. Прокомментируйте это, пожалуйста. Да не мстит он за Химпром. Химпром – это разборки между двумя группами влияния в окружении Зеленского. Вот, попытки одних людей там, очернить других, в том числе и в глазах Зеленского, создать скандал. Вот, ну, не секрет, что некоторые люди, вот, причастные к власти, пытались даже на Западе раздувать скандал за украинские деньги, когда пытались показать, что во главе Химпрома стоит такой всесильный человек, который оказался еще там, как бы братом не оппозиционная, а, скажем так, альтернативная по отношению к Ермаку Марии Левченко. Да, ну, знаете, закончим... Это такая борьба по принципу СДД. Закончим эту сессию вопросов. Вот я понял кто-то. Шелест, как матерый пропагандист, задает только выгодные ему же вопросы. Ну, скорее тем, кто за ним стоит. Понял, услышан, разочарован. Ой, ну, в бан, конечно, не отправлен, но тем не менее. Вообще, конечно, вот это вот, знаете, я всех призываю и всегда призывал в момент, когда вот эта вот драчка происходит, да, она происходит. Причем потому, что крови много пролито, эмоций у всех, раны у многих, понимаете?
Вот просто стараться через силу. Я вчера шум закончил на этом. Вот прям усилие сделать над собой. Постараться быть добрее, понимаете? И тогда понятно, что не станешь. Понятно, что это никуда не денется все, что вокруг тебя. Но вот прям через это усилие, ну, хоть чуточку легче будет. Ну, мне так кажется. А, Да. Ну, да. Ну, вы там как-то попросите тех, кто стоит за вами, чтобы они как-то были более гибкими, вот, как-то разрешали задавать ну, более, скажем, и острые и вопросы. про вас, конечно, не забыли. А то же, знаете, Конечно, да. а Это то, так. а то просто, знаете, как-то так Я вот. своим тоже скажу, обещаю. Так что там, эй, вы там, понимаете? Ой. Да. Но, знаете, это, это все пройдет, я надеюсь. Я надеюсь, пройдет. И прежде всего хочется пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы, ну вот вы видели главное. Именно поэтому по средам с Костем Бондаренко мы постоянно в эфире и пытаемся, понятно, плюс-минус трезво, с каких-то объективных позиций комментировать происходящее. Константин Петрович, спасибо за время и мысли. Спасибо большое вам и до новых встреч. Берегите себя, друзья. Добра и света. Увидимся.